прошлом видео сравнивал Железного Человека в разных модах, и спасибо, что хорошо его приняли, там же 6000 лайков. А сегодня по вашим просьбам я сравню моды с Человеком-пауком. Их, конечно, не так много, но в каждом есть на что посмотреть. Поэтому поддерживайте видео лайками и комментариями, и тогда новая часть выйдет намного быстрее. Сегодняшние моды: Project Superhuman, Legends мод и Heroes Expansion. И категории, по которым мы будем их сравнивать: вариативность костюмов, качество моделей, способности, геймплей и общее впечатление. Сразу говорю, я показываю только свое личное мнение, а ваше вы можете написать в комментариях. В мод Project Superhuman добавили 7 костюмов Человека-паука, и еще почему-то только у Женщины-паука есть другие версии костюма. Но это в платной версии, которая есть у меня, и примерно еще у 10 человек. А вот в последней версии, которая есть в общем доступе, добавили всего 4 костюма, среди которых есть еще и Свин-паук. И поставлю за них я 4 из 5. В Heroes Expansion есть всего 2 костюма Человека-паука, и все они из Возвращения домой. А в старой версии был еще костюм из PS4, но его убрали. И я спросил у Лукрафта, почему он его убрал, и он сказал, что не хотел видеть его в моде, а потом просто забыл добавить свой аддон на костюмы. И хоть костюмов всего 2, я все равно поставлю 4 из 5, потому что тут есть возможность сделать аддоны и добавлять свои костюмы. В моде Legends есть 12 костюмов Человека-паука, и в новой версии добавят еще несколько, и я обязательно сниму на них обзор, когда выйдет обновление, а пока что поставлю 5 из 5. Скины тут хорошие, я не против этого стиля, но думаю, что лучше было бы, если бы у Женщин-пауков волосы были объемные. Скриншотом от разработчика из новых версий понятно, что он не будет исправлять это. Из 3D модели тут только капюшон у Гвен, он объемный, а так больше ничего нет. Поставлю 4 из 5. Скины Лукрафта давно уже прижились, они выглядят хорошо, но так как это скины, поставлю 4 из 5. Как обычно, модели Legends просто офигенные, они постоянно их меняют и дорабатывают, наверное, поэтому они и есть такие крутые. И тут заслуженные 5 из 5. Ну и давайте уже посмотрим, что же Человек-паук тут умеет. И, кстати, в моей версии способностей немного больше, чем в которой есть у всех, но все равно буду смотреть именно в ней. И начнем с самого главного, это полет на паутине. Мы не можем прямо раскачиваться и летать на паутине, а можем просто притягиваться. На F паук может стрелять паутиной, всего из 10 выстрелов, которые наносят примерно по 10 урона. На R он делает круговую атаку с прикольной анимацией. Анимации мы одобряем и очень любим, и сегодня они еще будут. И следующая способность тоже круговая, но радиус уже побольше. У Гвен паук способности уже интересней. Первое, вот такой вот офигенный удар с офигенной анимацией. Жаль, что вы не сможете попробовать его сами, но можете насладиться на экране. На R у нее просто удар, а спецатака у нее это такой вот режим брейкданс, который очень сильный. Выглядит он, конечно, странновато, но да ладно. У Бена Рейли и Девочки-паука способности похожи, только почему-то та способность, которая у Бена на R, у девочки на F, и наоборот. С помощью нее не спавнит такой вот который ничего не делает. И вторая способность — какой-то непонятный выстрел. А вот спецатаки у них разные. У Рейли это такой вот сильный выстрел без текстуры, а у девочки долгий выстрел паутиной. У Шелка с интересного только спецатака, она заматывает руки паутиной и начинает постоянно бить. И, кстати, бьет она очень сильно. А еще пока я тестил мод, я заметил, что если напрыгивая на моба использовать паутину, то он подкинется вверх. И потом, может быть, даже умрет. А вот у Женщины-паука силы совершенно другие. На F такой вот энергетический шар, на R короткий луч, а на G долгий. И на V она делает рывок и спавнит такое вот облако, которое ничего не делает, ну, видимо, еще не доработано. А вот Майлзу способностей не завезли, у меня предпоследняя бета, и может быть в последних все-таки добавили, но мы этого никогда уже не узнаем. И поставим в целом 4,5 из 5. Итак, если вы уже играли с модом Heroes Expansion, то точно знаете, какой тут у Человека-паука полет. В общем, тут есть функция Swing, то есть раскачивание на паутине, но работает она точно не так, как нужно. А вот функция притягивания уже нормальная, то есть у вас точно получится притянуться, куда вам нужно. Кстати, с функцией притягивания летать получается даже лучше, чем с функцией полета. Не знаю, с чем это связано, но это даже странно. А также паутину можно использовать как поводок. А теперь пройдемся по видам паутины. Во-первых, тут есть электрическая паутина, которая будет наносить урон постоянно. Есть одиночный выстрел, с помощью которого можно заматывать врагов. Это уникальная способность. А веб-граната тут не взрывает блоки, а стреляет сразу многими паутинками, которые могут замотать всех врагов, на которых попадет этот маленький кубик. А еще костюм Старка может вот так вот красиво глайдить. Снизим балл за полет на паутине и поставим в целом 4,5 из 5. Ну что ж, начнем с самого главного козыря Legends, это полет паука. Он тут просто божественный. Если скачать какую-то карту города, то можно часами раскачиваться и раскачиваться на паутине. И конечно же, прикольная анимация полета тоже присутствует. Из способностей у паука есть выстрел, который притягивает, и второй выстрел, который отталкивает.
Еще есть паутинная сеть, паутинная граната, электрическая паутина и спецатака — это долгий выстрел паутинками. А у Паука 2099 и костюма Старка есть возможность глайдить. Костюм Железного Паука соединяет в себе Железного Человека и Человека-паука, что логично. Мы можем переключаться между режимами полета на кнопку G, а на X можем открыть щупальца, которые делают нас немного сильнее. Спецатака у него — это репульсоры и паутина одновременно. Версия костюма из Войны Бесконечности тоже может открыть щупальца на X, и, кстати, летать он может только на паутине, а как Железный Человек летать не может. И спецатака у него очень прикольная, это режим мгновенного убийства, прямо как в фильме. А еще не знаю, можно ли это отнести к Человеку-пауку, но в моде Legends еще есть Веном. Он как бы симбиот, но все равно относится к Человеку-пауку. И, кстати, я делал про него видео уже, наверное, год назад. Там я показывал все способности и как их можно получить. И поэтому сейчас я не буду на это тратить много времени. Вы можете посмотреть это видео по подсказке. И все. И поставлю я, конечно же, 5 из 5. Как обычно, в проекте выживания костюма не получить, но в целом со способностями побегать можно. Особенно подкидывать мобов в воздух очень весело. И поставлю я 3 из 5. Получение способностей тут очень классное. Нужно сначала найти радиоактивных пауков в деревне и сделать так, чтобы они вас укусили. И после этого вы получите силы Человека-паука. А веб-шутеры нужно крафтить отдельно, это тоже очень круто. А паутину еще и варить в бойлере. Это прям вообще очень сложно, но очень-очень круто для геймплея. И поэтому я, конечно же, поставлю за геймплей 5 из 5. Ну что ж, тут хороший геймплей. Особенно мне нравится способ получения Венома. Думаю, на него можно посмотреть. Для этого нам нужна такая вот машина. Вот такая вот. И такая вот колбочка, в которой у нас и находится тот самый симбиот. Ну и давайте его сюда вот загрузим, получается. Вот. Теперь он тут есть. И сейчас у нас тут находится черный симбиот. И если мы нажмем на кнопку мутировать, то он может поменять свой цвет. И теперь, например, зеленый, а теперь оранжевый. И тут есть вот такие цвета, их тут несколько. Я не буду сейчас их считать, но вот такие вот тут цвета, и вот опять черный. И чтобы стать Веномом, нужно нажать Eject, и все, теперь в нас есть симбиот. А теперь, чтобы уже получить его способность, нужно выбрать ее вот здесь. Выбираем трансформацию и поставим ее на первый слот. Изучаю и ставлю. И теперь, если я нажму на R, то я стану Веномом, вот такой вот Веном. И кажется, он не такой красивый, как вы, наверное, хотели увидеть. Поэтому давайте я вам покажу, как стать Веномом с вот таким вот знаком на груди. И для этого мы вот это все убираем. То есть мы нажимаем Reset. И теперь мы обычный человек. Теперь нам нужна уже другая машина, вот такая вот, и в ней мы получаем себе силы Человека-паука. И нажимаем, получается, Commit, да? А вот теперь же мы заходим сюда. Ах да, нужен симбиот заново. И теперь снова нажимаем Eject. И уже написано, что у нас что-то не так, и симбиот какой-то другой. Ну, давайте тогда проверим, изучаем, ставим. И теперь мы Веном из комиксов. И вот так вот, в принципе, можно стать. Вот такой вот небольшой туториал. Я надеюсь, он будет вам полезен. Хотя, наверное, это все знают. И только за полет я бы уже поставил тут 5 из 5. И я так и сделаю. А что, способности тут хорошие. И выживание получить тоже можно. 5 из 5. Итак, снова у нас победил мод Legends. В нем лучший Человек-паук. И мы его с этим поздравляем. А вы, дорогие подписчики, пишите в комменты, кого сравнить с следующим. И не забывайте заглядывать в сообщество, потому что я соберу там из ваших комментов опрос. И там вы уже сможете выбрать следующего героя на битву модов. И он появится ближе к вечеру, в день выхода этого видео. А так, если вам это видео понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал, позвать друзей. Обязательно делитесь видео со своими друзьями. А мы с вами еще увидимся. Всем удачи, всем пока, друзья. Пока-пока.